И еще какой-то, короче, маяк. Охуенный просто. Они сказали, обязательно остановитесь на этом маяке, блядь, там пиздец тоже круто-круто. Короче, ребят, мы вчера вечером с Алиной решили, что нам надо вместе время провести. Давай ночью обсудим это, что это был первый час ночи, когда мы в порыве. Здрасте. Решили вместе время провести, потому что вокруг нас очень часто бывает много людей. И вот мы хотели уехать куда-нибудь от людей, просто погулять, насладиться друг другом, так скажем. И Алина нашла в 4 часах от места, где мы живем, дом в лесу на какой-то горе, в тумане. И мы просто забукали его, и нам прислали инструкцию, как туда попасть. И вот мы поняли, что это будет просто очередной квест. Поэтому я вам предлагаю пройти этот квест вместе с нами, посмотреть, как это у нас получится, и где мы вообще будем ночевать, найдем ли мы эту хижину в лесу, за которую мы денег заплатили, или будем ночевать в машине тупо. Вот, там будут нас ждать медведи, маяки, как вы слышали, и много всего интересного. Ты говоришь, там по версии New York Times, там... На 3-м месте место, которое необходимо посетить в мире. Так что не переключайтесь, если вы еще не подписаны на наш канал, то делайте это прямо сейчас. Пишите нам комментарии, ставьте лайки. И да, вы на канале Малик Трип. С вами Руслан Гафаров, и тут мы говорим про венчурные инвестиции, про стартапы и про самые инновационные в мире компании. Поэтому это видео мы перемешаем с каким-нибудь полезным контентом из Кремниевой долины. Поэтому не переключайтесь. Мы вот изучали, как работает менеджмент лучших организаций. Нет одинаково там каких-то похожих друг на друга там, культур или способов коммуникации. Я имею в виду то, что вот мы тоже обсуждали с вами, там, да, скрама, канбана там, и так далее. Везде по-разному. В Netflix вообще этого ничего не используется, да, например, то, что я, по крайней мере, изучал. Вот. Нет какой-то жесткой иерархии между людьми. Приветствуется, наоборот, коллаборация горизонтальная. До этого, как мы, помните, сами говорили, да, там всякие корпоративные мероприятия приводят, там, помимо того, что людей друг с другом знакомят с отделами, они еще и там родственников приглашают, друзей приглашают, чтобы, возможно, друзья потом захотели устроиться в эту работу, на эту работу, чтобы родственники пришли, посмотрели и поддерживали человека в работе. Ну, то есть, чтобы он работал здесь, и люди, его близкие сами поддерживали, чтобы он продолжал работу. Вот. И у меня всегда вопрос стоял, да, так на чем же держится менеджмент, если плюс-минус там везде разные культуры, разные принципы. Google сильно отличается от там, Netflix сильно отличается от Salesforce сильно отличается от Apple, они реально все разные, Tesla, да, там вот вы уже многие организации посмотрели, реально по-разному все устроено. И вот я всегда думаю, а что вот их объединяет, да, там. И стало понятно, что вот это объединение, оно на личном общении людей с людьми, на превращение руководителей, членов команд в коуча, ментора и наставника, да, там, и на помощь людям найти свои цели, дать им инструменты для того, чтобы они их достигли. Вот. Это, кстати говоря, вот мы, помните, говорили про Келлер Уильямс, я вот говорил, кто недвижимостью занимается тоже, да, там тоже аналогичная ситуация, да, там нету директоров, нету начальников, но есть коучи по маркетингу, коучи по продажам, коучи по там, личной эффективности, продуктивности там, и так далее, а руководителей нету, да, там. Вот, и здесь то же самое. Ребят, вот что я вам скажу. Мы тут сейчас с Алиной ездили, сравнивали природу родного края Башкортостана. То, что мы сейчас видим. Мы слышали много красивых песен о том, какая у нас классная природа. Но посмотрите на это. Я, честно говоря, в шоке от такой эйфории. Просто я еду за рулем уже 3 часа, я не устал. А я получаю большое удовольствие от того, что вижу вокруг. Тут нереально красиво. Вот на протяжении 3 часов мы видим примерно вот такой пейзаж. Как вам?
кстати, один из моих любимых треков. Как вам? Пишите в комментариях, как вам трек. Все эти организации объединяет то, что здесь вот есть встреча один на один человека с членом команды, да, где задача вот этого менеджера, да, который или там коуча, ментора, по разных организациях по-разному называется, да, там, задача просто помочь человеку найти свое место внутри этой организации, лучшее из которой он может сейчас вот, закрыть, и, соответственно, дать ему возможность сделать то, что он хочет, дав ему инструменты организации для того, чтобы он это сделал. Мне очень понравилась в этом плане компания Valve. Они вот себе там каждый день и там раз в месяц прям периодически задают вопрос. Периодичность зависит от глубины вопроса, да, там, например, там в месяц, в квартал они более глубоко задают все вопросы, а там каждый день они задают там не так глубоко, они задают себе вопрос типа там, а насколько я эффективен в том, что я делаю, есть ли внутри организации место, в котором я могу быть лучше и эффективнее, и мог бы принести больше организации ценности какой-то. Если ответ да, то моя задача идти к старшим товарищам, это не значит, что к менеджерам, там менеджеров нету. Как вот мы разговаривали в Netflix, да, там у инженеров, там тоже нету какого-то там явного человека, который там тебе говорит, что будет делать там и так далее. Ты просто идешь к людям, которых ты считаешь экспертами, и твоя задача просто найти место вместе с этими людьми. Вот, найти место, значит, где ты можешь реально быть, более эффективный, например, если ты понял, что реально можешь где-то возможность, и там даже так офис устроен, там все кабинеты, металлические стены, получается, open space, и такие кубики под команду по 7-10 человек, open space, внутри они ограждаются стенами, эти стены сделаны из железа. И имена вот эти, которые сотрудники, они специальные такие бирки на магнитиках, то есть и столы все на колесиках, то есть. И фишка в том, что ты можешь со своим столом просто снять свой бейджик, и уехать к другой команде, то есть прям без проблем, прям со столом совсем. То есть, и как там они говорят, они могут проголосовать ногами за тот или иной проект. Например, если там ты делаешь что-то с людьми, тебе эти люди не нравятся, тебе они, понимаете, да, то есть ты можешь просто сказать, все, парни, взять свой стол, из розетки вытянуть, снять свой бейджик и с этим столом уехать на другое место, там, привесить свой бейджик, включить в розетку и погнали дальше работать. То есть понятно, что все это дело делается, то есть после того, когда ты там свои обязательства все уже выполнил перед командой, понятно, что там нет такого, что там люди постоянно с места на место каждый день передвигаются. Но в целом я реально там был, то есть и реально там металлические такие вот стены с дырочками с такими, да, то есть и реально там прям на бейджиках нам вот сказали, почему именно так на бейджиках, потому что реально там, приветствуется, что там, я видел там команды, которая на Dota 2, например, работала, да, там видел там ребят, которые VR занимаются, они свой хардвер сделали VR, да, там тоже свой делают. То есть эти ребята, они одни из самых эффективных в мире с точки зрения прибыли на человека. Они сделали команды из 300 человек, делают ежегодно больше миллиарда выручки. Команда из 300 человек. Больше миллиарда, там есть 3, 5, 10, я не знаю там сути, да, там сколько там точно, потому что это не открытая компания. Это закрытая компания, то есть она на IPO не выходила, да, там они до сих пор принадлежат там буквально там нескольким людям, да, там. Вот, про Valve слышали это Counter-Strike, Half-Life 2, вот эти все игры они придумали. То есть некоторые их, конечно, там винят за то, что они ничего нового не придумывают с точки зрения игры, да, там не делают Half-Life 3 там и так далее. Но все это не потому, что они неэффективны, а потому, что они реально голосуют ногами. То есть, просто, видимо, настолько там все так устроено реально гибко, что они не понимают, как они могут сделать Half-Life 3 такой, чтобы он был бы там более прибыльный и более интересный для организации, чем то, что они прямо сейчас делают. То есть они видят, что, например, дотачивание Dota 2, который сегодня там является чуть ли не олимпийским видом спорта, игры тоже стали, да, киберспорт, да, то есть они стали стандартным, да, там в том числе. Это игра, за которую там приз там $20 миллионов, там призовой фонд, да, там когда, например, там команда рубится, там 20 миллионов фонд у них там просто на то, чтобы победители выиграли, да, получили эти деньги, да, там. То есть они понимают, что, наверное, для организации выгоднее, например, пилить в глубину Dota 2, например, делать ее более там интересной там и так далее, пилить в глубину их сервис Steam, например, да, там Steam это, то есть способ, с помощью которого там тоже типа App Store, только для игр, да, там Call of Duty, я помню, играл через Steam, да, там и так далее. Что это им, как организация, они внутри, не какой-то менеджер, а они внутри так проголосовали ногами. То есть, имеется в виду, что они в таких командах, то есть, у них, например, я могу сказать, так, ребята, делаем Half-Life 3, например, кто со мной?
И как бы я один стою, никто. Я говорю, окей, понял, не нужен никому в Half-Life 3. Такой, пошел дальше пилить там Dota 2 с кем-то, понимаешь, да? То есть вот так вот, ну, то есть нет такого, что кто-то там сказал, что там, типа там, мы сейчас сделаем Half-Life 3, так, сделали там какой-то план там и так далее. То есть, ну, такого нету там, что я там сказал, так, Петя, Вася, Наташа, там со мной, все, садитесь, мы сейчас сделаем там Half-Life 3. Такого нету. То есть я могу предложить, люди могут меня поддержать и проголосовать ногами, то есть прийти ко мне со столами, выключить из розеток, там, где они сейчас стояли, пилили Dota 2, себя там снять свои бэджики и прийти ко мне со столами, да, там и сказать, все, давай, классная идея, короче. Ну, то есть воткнули розетки, давай, что там делаем, то есть они просто не проголосовали, поэтому нет. Поэтому я вот просто с ребятами общаюсь, кто геймер, они вот говорят, да вот, там, Valve, там, типа, там, компания не могут сделать Half-Life 3, там, и так далее, и так далее. То есть, ну, я вот, пообщавшись с ними, я просто понимаю, что они просто не сделали, потому что это, видимо, просто не видит никто в этом, ну, там, целесообразности, видит просто, ну, целесообразность в том, что если они будут просто углублять и делать более удобный тот продукт, который у них сейчас деньги приносит, это больше прибыли приносит, выгоды всем сотрудникам, чем если они будут сейчас делать какие-то другие проекты. Вот, поэтому так. Это как вот Стив Джобс, например, помните, да, там разговаривали, когда он вернулся в Apple, первое, что он сделал, это 90, там, больше даже 90% продуктов закрыл там. Я даже вот когда изучал как-то раз Apple, я даже видел, что, оказывается, Apple делал даже цифровые фотоаппараты еще. Таких стрёмных еще. У них, помню, такие были эти в коробке такие разноцветные. То есть не как сейчас у Apple, это было что-то вроде Panasonic, цветастых таких коробок. То есть сейчас Apple сильно отличается вообще по упаковке и по всему, да, там. А до Стива Джобса там было там сотни разных там продуктов, которые там были полностью все закрыты и сфокусированы были только там на нескольких там продуктах. Да, и за счет этого они стрельнули. Valve, ну, по похожей истории идет, то есть они стараются быть для всех там каким-то там, ну, там, удобным, да, то есть он делал то, что действительно сейчас, ну, то есть нужно и необходимо, и делает это хорошо, и за счет этого к нему как бы, ну, обращаются и играют. Там реально они заморачиваются, потому что я вот, кстати, говорил там с чуваком, он взрослый. Там еще одна из фишек, то, что там реально все ребята взрослые. Ну, то есть там, кто работает, взрослые, в основном приходят, потому что люди, которые там работают, они все уже экспертами туда приходят. Чаще всего, это типа как Netflix, да, там они стараются принимать на работу уже людей, которые супер эксперты в своей теме. Вот, я разговаривал с товарищем, которому лет 45, по-моему. Он из Украины, он там работает что-то лет 10, что ли, по-моему, или больше даже. Вот он рассказывал полностью, как они переехали, как они 3 офиса сменили там уже, да, там. И рассказывали, чем они отличаются друг от друга. Ему лет 45, и он такой, как бы, ну вот. Так вот люди живут тут. Очень круто. Не было бы так далеко от долины. Мы сюда ехали уже 3 часа, нам еще час 20, мы до этого где-то 3 часа. Можно было бы здесь тоже пожить. Да, Али? Офигенно. Океан, залив, скалы. Очень красивый такой старый город. В эти места, кстати, когда-то приехали русские, как раз с Камчатки, но они почему-то здесь не засиделись и ушли. Здесь есть название, например, города недалеко. Севастополь или Симферополь, сейчас не помню. Здесь есть Russian River, и только что мы проехали, висел российский флаг, и, соответственно, было написано на доме Russian House. Прикольно, то, что вот сюда, вот именно в это место, когда-то давным-давно высадились русские, но они решили не идти вглубь материка. Они построили здесь этот форт, но в итоге все бросили и ушли. Так бы, может быть, это была бы сейчас не Соединенные Штаты Америки, не Калифорния, а какая-нибудь, я не знаю, как бы назвали? СССР. Калифорнийская область, как Самарская область, есть же? Ребят, я думал, я уже все видел в Калифорнии, понял, что нифига не видел, потому что дорога, по которой мы прямо сейчас едем, это просто пипец. Остановились здесь купить воды, мы поняли, что не взяли воды. Здесь нет интернета, вот, поэтому сейчас, наверное, будем платить кэшем. Какой вот здесь? Hey, how you doing? Нашла? Тащить запаримся. А? Тащить запаримся. Ну ладно, что? Нам просто сказали, что нам еще больше мили надо будет идти после того, когда мы доедем до места. Больше мили, ребят. А мы свернули от океана и уже минут 30 едем в сторону материка, ну, по такому лесу. Уже, кстати, подъезжаем. Ну и здесь сводится все к тому, что мы сами уже говорили, да, там напалм или фитилек, да, там.
То есть то, что я говорил, помните, да, то есть чем отличается там менеджмент там стран Азии, да, там тем, что там идет, сидят как рабы на галерее, там справа и слева идет там какой-то начальник и там микроменеджер там их напалмом всех жгет там в спины, да, там, вот, и они от этого быстрее там начинают грести. Вот, то, что здесь придумали, да, там, это они придумали, что там лучше как бы не напалмом всех жечь, а просто брать зажигалочку, да, там, подходить, фитилек доставать, поджигать. Ну, то есть он горит уже сам по себе, не надо как бы, ну, там, давить, там, микроменеджментом заниматься и так далее. То есть найти какую-то там, ну, причину, по которой человек будет, ну, там, с большей заинтересованностью работать в этой организации. И, соответственно, дать ему все возможности этой организации, чтобы он сам горел своей идеей и реализовывал то, что он хочет. И, соответственно, тогда не надо будет его контролировать. То, с чего начинается, вот, ну, я там несколько способов изучал, как эти one-on-one проводятся. И то, с чего вот, ну, там, один из этих курсов предлагал, это написать людям просто письмо о том, что вот мы, в принципе, там, хотим сейчас ну, там, попробовать новый способ работы, не попробовать, а вот, ну, внедрить в нашу организацию. И, соответственно, там отправить всем людям, с которыми ты как бы намерен встречаться, письмо, что давай мы договоримся о встрече, что это не просто какой-то прикол, короче, а мы реально будем встречаться с тобой там раз в 2 недели, рекомендуется встречаться минимум, да, там, где-то раз в неделю, по необходимости там можно несколько раз в неделю, но вообще изначально обычно идет о одном разе в 2 недели. Чаще всего. Я тоже пробовал раз в неделю, но раз в 2 недели реально, ну, как бы удобнее для всех получается. Потому что есть больше времени для того, чтобы человек что-то сделать успел. Вот. Ну и, соответственно, лучше начинать это с письмом прям людям, что вот мы теперь будем такие штуки практиковать, давай договоримся там и так далее. После того, когда вот мы отправили такое письмо, лучше всего сделать следующую штуку, да, то есть разобраться вообще, а кто с вами работает, да, там. Для этого провести опрос. Это что-то вроде того, что сделал Хоффман Дэвид, да, перед тем, как с нами встретиться. То есть то, что он просил, настаивал, чтобы мы сделали, это поучаствовали, чтобы мы все в опросе. То есть для того, чтобы вы уже более детально и конкретно могли поговорить с вашим там уже, так скажем, там, подаваном, да, там, лучше разобраться, а кто вообще перед вами, потому что чаще всего мы на самом деле не понимаем, а кто с нами работает. То есть вы никогда, ну не то что вы, мы очень редко разговариваем с человеком о том, что ему действительно нравится делать. Мы действительно часто не знаем просто, что вообще человек умеет делать и что он хочет делать, да, там. Еще раз напомню, да, там, мы сейчас говорим про конкретный инструмент one-on-one, да, там, но я просто скажу, что обычно это проводится там один человек, не более чем там 7 у него в команде, да, там рекомендуется, потому что больше чем 7 людей это уже сложно. Вот, как это работает, ну как бы если у тебя в организации работает 1000 людей, то есть ты, например, там условно там CEO, у тебя есть там условно 7 вице-президентов, да, там, с которыми ты проводишь такую работу. Там эти 7 вице-президентов делают там работу со своими там начальниками департаментов, да, там условно, понимаете, да, там, а те со своими там руководителями отделов, группами там и так далее, а те руководители групп уже со своими инженерами условно. Ну, то есть, чтобы было понимание, что это работает инструмент на любом уровне, да, там. Ну и плюс там приветствуется еще дополнительно, то есть как горизонтальные связи, не вертикальные, то есть я, например, знаю, что там, например, в Гугле, в Группоне, там, вот, например, вот этот человек мог там вот с вице-президентом, например, ну, общаться, да, там, и быть подаваном, как бы, у ментора, как у вице-президента. Такое тоже я знаю, что было. То есть это как бы не обязательно такая жесткая иерархия, чтобы была. Это просто, ну, чаще всего так происходит, но есть организации, в которых, например, там немножко все по-другому. Съехали с трассы, едем сейчас по Гравике. Интересно, куда нас приведет эта дорога. Если коротко, мы заблудились, приехали по адресу, но не можем найти наш домик. Вот Алина судорожно сейчас, видите, немножко нервничает. И просто здесь интернет ловит. Ну, короче, мы сейчас попробуем разобраться, а вы будете разбираться вместе с нами. Не переключайтесь. Слева от вас и черным висящим знаком помеченный KFW с молотом и наковальней. Ты такой видел? Также несколько других знаков прибито к другим соседним деревьям. Идите по этой дороге. Вы пройдете довольно ровный участок через карликовый лес, пока дорога не наткнется на несколько Это просто как ясно, блядь. электропередач, пересекающий над головой примерно 0,5 мили. Ты видел эти 0,5 мили?
Нет, нормально, нет, мы на Airbnb так-то, если своего что. автомобиля на первой передаче, чтобы не ехать на тормозах. Это, видать, тот спуск был. И продолжайте движение вниз по довольно крутому уклону, который повернет налево, а затем повернет шпилькой вправо. Было такое или нет? Шпилькой вправо. Но это как раз вот этот, типа, язык тещин. Прежде чем вы в конечном итоге вернетесь на развилку, на дороге, примерно на первой миле, возьмите правую вилку и найдите первую подъездную дорогу справа от нее. На въезде нет подъездной дорожки. Знак нет... Вот этот на въезде на подъездную дорожку стоит знак No Trespassing. Я видела его, мы проезжали. Тут много где no trespassing. Типа нельзя проходить, это частная Не собственность. стесняйтесь возвращаться, если у вас хорошая видимость, которая облегчит выход. Следуйте по короткой дороге до заброшенного прицепа соседского. Короче, это настоящий Форт Боярд, блядь. Воды наших. Припаркуйтесь там, и вы найдете путь к каюте. Чуть ниже резервуаров для воды, направо и прямо. Короче, ребят, вы много, конечно, пропустили многого, но давайте мы сейчас вас немножко попробуем ввести в курс дела. Мы тут, короче, заблудились немного и не можем понять вообще, куда нам ехать. И дорога выглядит вот так. То есть она то вверх, то вниз, то влево, то вправо. И вот я себя чувствую просто главным героем какого-то очень интересного квеста. Это, конечно, дает нам немножко такого экшена, для того, чтобы мы не скучали. Нашей такой скучной жизни, да? Да. У нас такая скучная жизнь. Не, ну мы как бы только так можем отдыхать, Алин. Мы же тоже как бы это... У нас был вариант на Санта-Крус, мы на Санта-Крус не захотели. Там у нас был вариант просто поехать на Санта-Крус и в отеле там тусануть. Вот. Но мы решили, что нет. Мы не ищем легких путей. Так. Вот по идее вот эта табличка, она говорит, что 524 это вот наш вот. Вот она 25 524, если мы сюда. Или это может быть это не наш адрес? Может быть, не наш адрес. Это просто типа как ориентир, что ли? Может, это их адрес какой-то для ориентира. Короче, жесть. Давай вернем. А, подожди, вот развилка. Это не та ли развилка? А, это не развилка, здесь вообще тупик. Хотя, может быть, он считает это развилкой. Ну, давай, Катя, вернемся сейчас. И заново начнем. Че, прям ты докуда хочешь возвращаться-то? Это же далеко. Вот хотя бы вот этот вниз по довольно крутому уклону. Давай вернемся, где тещин язык. Вот это что такое? Ну, вот это вниз. Пошли попробуем сюда. Блин. Во, заброшенный прицеп. И вот резервуар воды. Раз, два, 3, 4 должно быть. Да, вот 4. Уху! И они пишут. Мы приехали, Подожди. по-моему. А я тебе говорила, что это указатель правильный. Так. Следуйте по короткой дороге. Заброшенный прицеп соседский, 4 резервуаров воды. Припаркуйтесь там, и вы найдете короткий путь к каюте. Ну-ка. Это наши резервуары, да, с водой? Или нет? Наверное, да. Холодно. Да, кстати, на улице 55 по Фаренгейту. Я не помню, сколько это, но это меньше 20 по Цельсию. Поэтому я сейчас, наверное, что-то накину. Че, далеко, да? Вообще. А? Кошмар просто. Вот этот дом. Ну-ка. О, смотри, Алин, гантели есть, можно позаниматься спортом. И мы сегодня будем вот в этой избушке. Должно быть весело. Сейчас я пойду накину на себя вещи, возьмем с собой все, что мы привезли, и вместе с вами исследуем нашу хижину. А это вот заброшенный какой-то дом на колесах. Что за предельный аппарат какой-то? Так, надо что-нибудь одеть. Ладно, я пока буду одеваться, вы не переключайтесь. Подписывайтесь, задавайте вопросы, ставьте лайки.
Ну и начинается все это с того, чтобы там, независимо от уровня, с того, чтобы понять, а кто работает. И для этого предлагается задать вот такие вопросы. Цель опроса понять, да, там, определить, да, что нужно для успешной работы вот вам как команде с этим человеком. Мы такую штуку запускали тоже через бота, там тоже там, первое то, что люди делают, не очень там, подробно отвечают, здесь лучше людям помочь, да, потому что первый раз они там все равно думают, о, блин, опять какой-то тренинг прошел, Руслан, что-то нам просит сделать. То есть первые, когда я там, ну, сделал, не все супер там в деталях ответил, и после того, когда я уже сказал, а зачем это я делаю, там, и что, к чему это вообще все, я попросил еще раз, ну, то есть во время уже встречи, да, one-on-one, соответственно, там, ну, уже более детально. Что здесь имеется в виду? Когда ты делаешь свою работу лучше всего, что имеется в виду? То есть здесь мы хотим понять, то есть где человек чувствовал реальное вдохновение от того, что он делал. Вот когда он в жизни что-то делал, ему реально кайфовал от этого. Где ты делал свою работу лучше всего? То есть где он находился в это время, кто с ним рядом работал, да, там. Когда тебе действительно нужно сосредоточиться на чем-то, да, там, что ты делаешь. Как ты учишься, да, там, то есть что ты изучаешь, как ты учишь, как ты предпочитаешь учиться, да, там, как, по твоему мнению, тебе комфортно больше всего, ну, то есть комфортнее всего общаться, да, там, в чате, в письменной форме, лично там и так далее. Что больше всего тебя волнует на работе? Что ты считаешь самым стрессовым, да, в своей работе? Если ты не знаешь, значит, свои MBTI, если знаешь свои MBTI, тип по ну, это, короче, психологические тесты, да, там. Каковы они, да, если не знаешь, просят тоже пройти. Что сводит тебя с ума, то есть что тебя бесит в работе, вот что тебя раздражает, расскажи нам. Ну, то есть это же прикольный вопрос, да, там, потому что реально бывает человек, какие-то вещи такие бесит, которые нас вообще легко исправить. Например, что-то раздражает, то, что он сидит там, ему дует в спину что-то, мы говорим, да чувак, тебя что-то вон же на стол, он говорит, что, можно было пересесть, что ли? Ну, конечно, можно. Ну, то есть, ну, понимаете, да, то есть это просто вот если спросить, можно много, на самом деле, очень интересных моментов таких узнать. Как тебе нравится получать положительные отзывы, как тебе нравится там получать отрицательные отзывы, да, там, то есть тоже интересно, там, люди, некоторые пишут там, мне без разницы как, кто-то говорит, я хочу получать положительные отзывы публично, а негативные, конечно, ну, как бы индивидуально, да, там, то есть это как просто надо учитывать в работе, да. И самый прикол, что самое действенное будет, проходите этот тест для них, то есть первым отвечаете, прям у меня знакомый, или прям у него список, вопрос, что нельзя прям делать. Типа нельзя, чтобы воняло изо рта, там, не знаю, ну, не опаздывать, там, еще что-то, прям что бесит, чтобы потом непонимания не было. Да, ну вот эти все ответы лучше всего, чтобы они у вас, ну, как бы собирались, и что это как бы ваша такая биг-дата по людям, да, там, потому что, ну, то есть вы потом позже, например, проанализировав там какое-то количество людей, вы вообще можете увидеть какие-то паттерны, да, там, повторяющиеся, например, вещи, которые раздражают. Может быть, например, если вы услышали от одного человека, что его раздражает что-то, потом услышали это от второго, потом оказалось, что у вас там 30 человек, ну, там, реально это бесит, например, да, там, например, какая-нибудь там, не знаю, какой-нибудь тип встреч, например, их вот реально бесит 30 человек. То есть для одного отменять, ну, такой тип встреч, как ты думаешь, ну, как бы бесит, потерпит, да, ну, то есть нет, как бы, смысла. Но если ты видишь, что реально огромное количество людей у тебя в команде реально это раздражает, это стоит повод, ну, как бы задуматься, да, то есть, а действительно, нужно ли то, что, дает ли то, что мы делаем, такой результат, ну, как бы, вот, ну, как бы, добавочную стоимость нашей организации, вот, может быть, стоит лучше отменить, может быть, действительно, этот тип встреч не несет такой ценности. Вот эта встреча one-on-one, она идет именно как просто личный диалог, или там можно... Давай, мы еще не дошли до самой встречи, мы пока говорим вот про опрос, мы сейчас будем... Без разницы, без разницы. Я говорю, если мы успеем с вами, я попросил команду перевести, у меня есть уже опросники все эти. Ну, то есть вообще, у меня есть эти опросники в письменном виде, которые просто можно распечатать там и типа раздать. Просто я вот, ну, если в распечатанном виде раздавать, это потом надо собирать в электронный вид или в папке хранить. Ну, то есть я стараюсь на бумаге ничего не хранить, потому что бумага это можно быстро потерять. Да, то есть лучше, как бы когда у меня там сервис опрашивает, это все данные у меня уже хранятся, и как бы я всегда могу получить им доступ, проанализировать, залить их в Excel-табличку там и уже там работать с этими данными, да, там. Вот, поэтому лучше в электронном виде, но есть и такие специальные бланки, которые можно сначала даже, чтобы человек рукой написал, а потом ты их уже оцифровал, например, кто-то, чтобы оцифровал. Но лучше я предпочитаю, чтобы в оцифрованном виде все это было. Итак, я вот немножко спустился, кинул вещи, наша машина там, а вот это вот наш дом, ребят. И мы здесь будем сегодня ночевать. Давайте вместе с вами, это походу наш туалет. Давайте вместе с вами еще раз зайдем и посмотрим, что тут у нас есть. Что?
Хозяева сказали, надо разуваться. Че? Где здесь туалет? Туалет вот там на улице стоит, Али. Я думала, в доме будет. Вот такая вот у нас квартирка. Квартирка, домик. А вот здесь наша кровать. Это будет что-то новенькое у нас с Алиной. Таких квестов мы еще не решали, да, с тобой? Как же я ночью пойду в туалет? Тут реально будет целое препятствие, да, в туалет сходить? О, прикольно. Чайник у нас есть, холодильник у нас есть, так что нормально все. Холодильник холодит, кстати говоря. Вот такие домики можно снять на Airbnb, если что. Такое тоже бывает, да. Кушетка летит. Угу. Ладно, мы пока здесь будем немножко обживаться. Вот, на вопросы ответили. Следующий этап. Изучить ответы и ответить самому для себя на вопросы. Что может этому человеку, поможет сделать работу его лучше, что важно этому человеку, что действительно важно этому человеку, и как мы можем сделать его работу более интересной и более вдохновляющей для него. То есть еще до встречи мы должны уже это понимать, да, для того, чтобы эти вопросы уже, которые наши идеи, наши какие-то там предложения, уже с ним возможно на первой встрече уже обсудить. Следующая штука, которую я не делал тоже, да, вот эти вещи я тоже не делал, да, когда до этого проводил, до того, как прохожу. Следующая штука, это обязательно тоже рекомендуется создать какой-то внутренний документ, в котором, соответственно, написать просто там условно повестку, да, то есть, как этот документ выглядит, здесь разъяснение того вообще, для чего такие встречи лучше. То есть я вот как сделал документ, я написал, что так, ребята, значит, я предлагаю проводить такие встречи, потому что тра-та-та-та-та-та, то есть свои какие-то написал, я сейчас не помню точно что. Потом написал время встречи, вот здесь такое время встречи в документе, просто когда следующая встреча, мы здесь договариваемся, когда будем встречаться. Потом написал вопросы, условно, Васи и вопросы Руслана. И здесь свои тезисы какие-то написал, и потом этот документ отправил уже условно Васе, да, сказал, вот это вопросы, которые я думаю, есть смысл нам обсудить во время тезиса, да, во время нашей следующей встречи. Напиши, пожалуйста, свои тезисы, чтобы мы уже на встрече, то есть не ходили вокруг да около, а уже конкретно разговаривали о чем-то. Да, да. И здесь мы оставляем для заметок место, да, то есть сюда мы что делаем? Мы не говорим, что это что-то такое, да, какая-то договоренности, да, мы говорим просто заметки. И сюда после встречи мы просто пишем, что мы решили, к чему пришли. То есть, например, я могу написать Руслан, например, делает вот это, например, да, например, я взял на себя обязательство подумать, как мы можем решить его проблемы, например, или поговорить с Васей, как мы можем решить проблему этого человека, и так далее, да, если есть что-то мне взять. И здесь Вася пишет, то есть то, что он на себя берет, какие, обязательства до следующей встречи, что он хочет сделать, над чем он будет работать. И следующую встречу мы можем тоже уже, в том числе обсудить, потому что нам в итоге, удалось сделать за то время, которое мы были, у нас было, 2 недели. И таким образом, то есть у нас есть такой документ, изначально он выглядит вот так вот, да, соответственно. После того, когда у нас встреча прошла, мы добавляем сюда заметки о том, к чему мы пришли. А кто ведет этот документ? Ведет изначально, создаешь его, создает его тот инициатор встречи, соответственно, да, тимлид, менеджер, коуч. Отправляет его уже непосредственно своему подопечному, да, и потом вы вместе его уже ведете. То есть это вообще лучше всего сделать вообще Google Docs, просто самый простой способ. Можно какой-нибудь Asana сделать, какой-нибудь проект, но я думаю, это слишком сложно. Самый простой, это просто сделал Google Docs, отправил Google Docs он свои написал тезисы, ты свои тезисы, все у вас на встрече. Я в Word документе сделал просто, не Word, в смысле, как Google Doc, да, там есть. Да. По опыту можешь дать обратную связь, как люди воспринимают? Не как такое легкое задрачивание людей, Как объяснишь? Опять же, здесь нужно просто правильно донести. Опять же, помнишь, мы начали с письма с правильного. То есть ты должен таким языком людям написать, чтобы они поняли, что это не просто какой-то прикол, да, или опять какая-то новая задротная тема какая-нибудь, да, а что ты реально хочешь помочь. Я делал микс, например, да, я сначала писал и потом вообще разговаривал, потому что важно, 7 человек не так много, можно уделить время, да, тем более, что на самом деле, если ты будешь делать со своим близким кругом, это со своими 7 людьми, ты не просто помогаешь им, ты, по сути, учишь их это делать, потому что ты что хочешь, понимаешь, да, то есть
Поэтому важно сделать, очень круто, потому что если ты как бы, сделаешь спустя рукава, соответственно, они еще хуже, чем ты, скорее всего, сделал, понимаешь? А их еще хуже сделать. И так в конечном итоге, то есть вообще будет какая-то вата. Понял? Я про это документ. Типа, может, обычный conversation с ним как бы, более эффективный будет, нет? Что имеешь в виду, не понял? Ну, просто типа поговорить без бумаги. Смотри, бумага для чего делается? Она на самом деле очень помогает. Как я сначала тоже думал, что это какой-то напряг будет, люди подумают, что там, и первое время даже у них какое-то такое отношение было. Но после того, когда я провел первые встречи, сказал, вот мои тезисы, там тран-тан-тан, потом говорю, вот там твои тезисы. Я реально на его тезисы отвечаю, я говорю, так, вот это вот так, это здесь. Он такой, о, круто. Это не просто, то есть главное там то, как ты встречи проводишь, а не то, как ты документ составишь. Если ты реально сделаешь такую встречу, что человек поймет, что, важно, чтобы все было полезно, то он будет к этому документу серьезно относиться. А если ты, наоборот, документ сделал, а во время этой встречи вообще ни один пункт его не посмотрел и ничего не обсудил, только свои обсуждал, и сам только говорил, то есть, то это не будет работать. То есть здесь очень важно понимать, что такие встречи, на таких встречах должен говорить не ты, 80% времени должен говорить твой подопечный. То есть ты должен задавать ему вопросы, должен помогать ему. То есть то, как мы сегодня с Дэвидом работали, тоже можно такие штуки тоже использовать, Давай подумаем над вопросами, которыми нам нужно ответить. У нас есть вопрос, ты можешь даже с ним понакидывать какие-то вопросы. Я такое внедряла у клиентов, и первое время они сопротивляются. Во-первых, когда человек пишет, он формулирует лучше мысли. Он убирает всю воду, а потом, когда они видят обратную связь, они начинают сами заходить, но у них это просто хранится на сервере. Они начинают сами заходить и сами добавлять вопросы, которые бы они хотели там видеть. Да, и у меня тоже такое. Очень крутой вообще. Да, у меня тоже, если, например, я вспоминаю, что-то мне, например, надо обсудить с этим человеком, я не пишу ему в личку, реши вопрос, а я себе пишу в этот документ, и он его видит, если надо. Например, эти 2 недели, пока я с вами, я ни с кем встречи не провожу, потому что времени нет, Сейчас на следующей неделе у меня время появится, я эти все встречи проведу. Че? У тебя вопросы накапливаются? Да. Но если он пишет, если я пишу, накапливается, либо нет. Я просто, когда следующая встреча будет, я, например, в понедельник открою свой задачник, посмотрю, с кем мне встречу нужно провести, напомню, договорюсь о времени, попрошу, чтобы он подготовился. Потом, перед тем, как встречу провести, я еще раз прошу, получилось ли что-то добавить, сам посмотрю, есть ли какие-то вопросы. Если вопросов не будет, я не буду с ним встречаться, пока он не подготовится ко встрече. Я ему напишу свои вопросы, я попрошу, чтобы он тоже подготовился. Потому что встреча должна быть более конкретно, что мы вообще хотим обсудить. Тогда это будет больше продуктивности по факту, потому что до этого я этого не делал. Эти вопросы были у меня только. То есть я у себя задачники писал, о чем мы с ним договорились или что бы я хотел у него спросить, но никогда не спрашивал у него, а что ты хотел спросить у меня. То есть я всегда был больше такой, знаешь, я лучше знаю, о чем нам говорить. То есть и всегда я как-то делал. А когда я прошел это обучение, я понял, что лучше делать вот так. То есть лучше, то есть правильно будет, чтобы он реально сам, задавал вопросы. Конечно, я на всех встречах тоже спрашивал, есть что поговорить, есть что обсудить. А чаще всего было нет, потому что я ему не дал время подготовиться, он еще не знал, что можно было вопрос задать. И поэтому, когда я у него спрашиваю, есть что обсудить, он говорит, нет, все хорошо. Я говорю, ладно, все хорошо, окей, То есть, а если я его прям ставлю в ситуацию, что, подготовься, напиши вопросы, тогда у него есть время, и у него нету стресса, что я от него жду ответа прямо сейчас, условно, вживую мы встречаемся с ним, даже если это по скайпу. Он нету этого стресса, он может реально подготовиться и что-то накидать. Алина мне говорит, что я давно с ней картошку вместе не чистил и есть не готовил. А я ей отвечаю, что здесь просто делать больше ничего особо. Мы, ребята, видите, в пижамках так, Алина, покажи себя. Ладно, я вам сейчас ее покажу. В пижамках так стоим, готовим есть. Подожди. И там у нас... О, смотри, Алин, там настоящий закат. А смотри, отсюда океан видно. Я раньше не видел океан. Это же вон океан, смотри. Прикольно, слушай, там за лесом-то океан, реально. Офигеть, круто.
Что там готовится наша девица-красавица? А? Ух, сейчас что будет. Место для встреч. Первые несколько месяцев встречи лучше проводить в нестандартных местах. Прогуливаться, совместно ходить на обед и так далее. Потому что если вы будете проводить в офисе это время, то человек все равно будет напрягаться. Все равно есть контекст определенный, да, там рабочая атмосфера. Или там вы, если позовете его там какую-то переговорку, он наоборот напряжется, думает, скажет, блин, что вообще происходит сейчас мне? Взбучку, что случилось, короче. Ну, лучше, чтобы, он приучить человека к тому, что вы эти встречи делаете не против него, а для него. Ну, чтобы он понял, что это реально в его интересах, а не в ваших, да, что вы не хотите его там зажурить, задрочить, там, за микроменеджменте даже, а реально помочь ему и показать, что вы действительно заинтересованы. То есть я реально объяснил, то есть я говорю, я прошел вот такой-то курс, я не стал им придумывать, что я такой умный, короче. Я говорю, я вот изучал, как в Америке компания работает, я вот это понял, я прошел курс, я до этого слышал много об этом инструменте, но никогда не понимал, как именно он работает. Мы с вами уже встречаемся раз в неделю, мы встречались раз в 2 недели, но я вижу, что мы делали, после того, когда прошел, мы делали это неправильно. Поэтому я вам предлагаю делать это по-другому. Я честно сказал все. Ну, то есть, вот, и меня вроде услышали, короче, и нормально. Мы вот провели уже пару встреч, мне очень понравился результат, буду практиковать, вижу, что это действительно будет улучшать. То есть, реально, многие вопросы, даже с некоторыми людьми я очень часто общался, но, например, там, если будет интерес, я, может быть, даже вам покажу некоторые документы, некоторые люди реально подготовили такие вопросы интересные для меня, что я офигел. Давайте я вам сейчас попробую даже показать. То есть это реально работает. Я с этим человеком, например, да, там, встречался регулярно, общался, то есть мы с ним были на таком, регулярно встречались, да, регулярно общались. Я не думаю, что у нас есть какие-то вопросы, которых я бы не знал. Я думаю, что, вроде как мы с ним регулярно все обсуждаем. Вот он мне написал вопросы. Я вам прочитаю, да. Вот мой документ, да, там. Вот, помните, я вам говорил первый блок, я написал, я предлагаю тут проводить подготовку к нашим встречам 1 на 1, так будет понятнее, что обсуждать, и зная заранее вопросы, можно подготовиться к встрече. Я буду писать свои вопросы, ты будешь писать свои. Так, из-за большой разницы во времени мы сможем оперативно синхронизироваться, быть на встрече более подготовленными. Будет здорово, если ты тоже будешь писать вопросы, которые ты хотел бы обсудить. В следующей встрече, я вот пишу здесь вопрос пока, когда мы обсуждаем здесь. Я пишу свои вопросы. Первый вопрос, пройтись по ответам и запросу о том, что тебе действительно делает интересно и что вызывает стресс, который мы запустили через бота до этого, да, то, что мы с вами обсуждали. Следующий вопрос. Определить основные метрики, которые будем трекать в будущем. То есть сформулировать, потому что, может быть, те метрики, которые мы сейчас обсуждаем, может быть, они действительно не те. Я просто вот с ним обсуждал, что нам стоит трекать, что нам взять за такую, единицу, чем мы будем, управлять, понимать, что мы двигаемся вперед, а не стоим на месте или вниз не падаем, да, там. Обсудить текущие достижения в этом году и пройтись по плану на текущее полугодие. То есть моя задача была помочь людям понять, что мы за следующее полгода должны сделать такого, чтобы это и людям было вдохновительно делать, и для организации было полезно. То есть я кидаю этот документ, я вообще ничего не объяснял, просто говорю, вот документ. И человек мне пишет, какие, как ты видишь, есть узкие места в моей работе. Это мне чувак пишет, я думаю, нифига себе. То есть он спрашивает у меня, хотя я его не учил еще, ничего не делал, не рассказывал там и так далее. Он мне пишет, что бы ты порекомендовал сделать для того, чтобы я еще более качественно закрывал свою роль. Это он сам тоже задал вопрос. Я вот удивился, да, там. Следующий вопрос. Помочь мне сформулировать мои метрики. Иногда испытываю дискомфорт, если моя работа бывает неизмерима, короче. Он хотел это обсудить. Это его вопрос ко мне. Каким ты видишь развитие себя организации? То есть ему важно понять, то есть как я вижу себя в будущем и как я вижу в будущем организацию, потому что ему важно понимать, как он будет вместе организации, куда вообще организация идет. Хоть я об этом и часто говорю, но ему захотелось это обсудить индивидуально. И это тоже прикольно. Я думаю, нифига себе. То есть это вот к тому, что реально, то есть если с людьми поработать по-другому, помните, мы же говорили то, что, у нас менталитет другой там и так далее. Вот этот чувак, он ко мне пришел, там чуть ли не после института, у него там 24 года сейчас, он работал тамадой, короче. То есть реально до этого. Он там КВНщик, там тамада, реально он пришел, он вообще ничего не умел делать. У меня был такой момент, когда он пришел на маркетолога, у нас еще там был один тоже не очень маркетолог, и у нас был один маркетолог, который ушел в отпуск. И у меня осталось 2 маркетолога, которые работали там по 2-3 месяца, и они вообще делать ничего не умели. У меня там 3 проекта сразу горели, потому что они не успевали. Я знаете, что сделал? Они стояли друг другу пощечины били, чтобы разозлить друг друга в кабинете, все остальные смотрели, короче. Реально, вот мы там, еще там, не знаю, там 2 года назад или 3. Я говорю, вы соберитесь, я говорю. Вот. И то есть, и сейчас он реально, то есть, он приехал сюда ко мне на работу со Стерлитамака, короче, в Уфу. То есть он вообще даже не городской, чувак из деревни.
Ну, то есть, и он сейчас там, он сколько, 2-3 года работает, Ермек, да, там, я не знаю сколько, он мне такие вопросы задает. Это пипец, он вообще, ну, то есть, Стерлитамак там 200 тысяч, по-моему, населения, или да, 200-400. Ну, короче, да, ну, то есть, это небольшая, Уфа провинция, а это прям провинция. То есть, он приехал сюда, то есть, и он мне такие вопросы задает, да, там, поработав в нашей организации несколько лет. Ты помог разобраться с огромным количеством вопросов, двоеточие, тайм-менеджмент, какой-никакой, формулирование главных вещей, фокус, внимание, вопрос. Чем больше находишь ответов, тем больше возникает вопросов. Как с этим работаешь? То есть он у меня спрашивает, ну, типа, как я, ну, то есть работаю, какие навыки я развиваю и как я это делаю. Вот. И мы, соответственно, с ним встретились, и мы вот с ним разработали, короче, вопросы. Я ему предложил продумать, какая метрика может нам еще более точно определять, что происходит в организации, давать сигнал, когда нам надо ускоряться. Потом продумать, что мы будем делать, чтобы эта метрика росла. Метрика должна отражать суть того, что мы делаем, и помогать нам расти. Ну, то есть задача такая, да, там. Вот в Фейсбуке, например, когда я был, спросил одного из менеджеров Фейсбука, инженеров, я говорю, какая главная ваша метрика? Блин, этот ответ этого инженера меня просто, ну, я офигел. Я реально просто, у меня такой, нифига себе, как человек думает, просто инженер. Анастасия, тоже ты знаешь, помнишь, да, которая вот приходила, она сказала, что если метрика не делает команду счастливой, значит, это не та метрика. Это в Фейсбуке рядовой менеджер мне говорит. Это что значит? Что в Фейсбуке понимает, что я как сотрудник должен понимать, как эта метрика влияет на результаты организации, на мой личный результат. Если я понимаю, что я, ну, как бы не понимаю метрику текущую, не понимаю, как она влияет на мой результат и на результат организации, значит, это не та метрика, потому что она не делает меня счастливой, потому что я не хочу эту метрику делать. И задача найти такую метрику, которая бы была и мне понятна, и организации интересна. Понимаете, да? То есть, и это не должно быть какой-то процесс, что вот, например, я прочитал в умной книжке какую-то метрику, и что вот все должны по такой метрике делать. Нету книжек по правильным метрикам, потому что на каждом этапе организации вообще могут быть разные метрики, понимаете, да? То есть если чем меньше осознанности у людей, тем более глубокие будут метрики, да? Там, понятно? Пример, ну, суть понятна, но пример этого ее ответа. Какая метрика все-таки сделать счастливой обоих? Ну, я не помню сейчас с ней конкретный разговор, потому что он был года 3 назад. Ну, то есть я вот с ней как раз в Фейсбуке встречался. Но если на моем, например, там, да, там, ну вот, например, Ермек, он как тимлид, да, там у нас, он как бы с несколькими командами сразу работает. Помните, я же вам уровни показывал, вот он как бы на 5-м уровне у нас, да, там, тимлиды, да, то есть он берет на себя ответственность, проводит все вот эти ретроспективы с командами, там, скрам встречи проводит, ну, то есть он берет на себя такую роль, как лидеры, да, там. Вот там он и Маша, у нас 2 человека, которые берут. Ну, нет каких-то там, он не может никому ничего приказать, заставить и так далее. Но он как бы на его ответственности собирать эти встречи, задавать людям вопросы, помогать находить ответы просто как вот, ну, как коуч, по сути, да, там. Вопросы задавать, неудобные вопросы задавать, когда это надо, да, там. Но он не может никому ничего приказать сделать там и так далее. Вот, и у нас как раз с ним вопрос, да, например, у нас бывает там, падают, например, какие-то показатели, например, мы говорим там, нам нужно трекать, например, сколько люди звонят, а потом мы понимаем, что, блин, не напрямую, у нас есть менеджеры, которые, например, звонят меньше, а продают больше, например, да, там, и надо ли нам дрочить людей, чтобы они больше звонили, там, ну, и разговаривали клиентов, либо найти какую-то другую метрику, понимаешь, да, то есть, на что мы действительно должны влиять, зачем мы должны следить, и что мы должны помогать делать людям, для того, чтобы в итоге у нас продаж было больше, понимаешь? И это вопрос, вот я для себя еще даже на него ответ не нашел, потому что у нас есть, например, люди, которые звонят, например, там 2 часа и 3 часа, но у них там 3 месяца нету продаж, а есть человек, который звонит там по час-полтора в день, но у него там 3-5 продаж ежемесячно, например, понимаете, да, там. И как бы, и вот, ну и не факт, что чем больше звонишь, тем лучше, как бы, чем больше продаешь, понимаешь, да, то есть, и всегда вопрос, типа, что делать нужно, за какой метрикой следить? Давай. Вы как-то анализировали, как они разговаривают? Да. Использовали там какие-то инструменты, чтобы увидеть, как они нормально разговаривают? Да. При этом продаж нифига. Да. Ну, есть, конечно, везде нюансы. Мы там уже знаем, я просто не хочу там глубоко лезть, я там понимаю, там, ну... Просто для нас это тоже актуально. Именно по звонкам, что ли? Конечно. Ну, то есть, я по звонкам очень крутую штуку сделал. Во-первых, я сделал... Но опять же, это не в тему того, что мы сейчас говорим. Я могу рассказать, если интересно, такая тоже. То есть то, что мы сделали, короче, я взял пример из Запаса. Запас на самом деле очень крутая компания. Помните, что они могут делать в случае, если у них показатель падает?
скорость ответа на обращение. Они перераспределяют. То есть все должны быть готовы внутри организации звонить, короче, или там переписываться с клиентами, там общение, потому что это основная ценность организации. На самом деле даже не обувь, которую они продают, а сервис. Потому что, ну, к ним покупают записи не потому, что у них обувь там, не знаю, лучше, чем вот я, например, вот эти кроссовки могу купить на сайте Allbirds, а могу на запас. Почему я не иду на сайт Allbirds, а почему я иду на запас? Почему? Вопрос, да, там? Потому что там сервис лучше. Потому что на самом деле продукт запас это не обувь, которую они продают, а сервис. Понимаете, да? То есть, и по сути их главный показатель это сервис, их главный продукт это сервис. И поэтому мы должны его делать крутым. Задача не обувь продавать, понимаете? Запас, вот вы были же запас, да, там, их продукт это сервис. Соответственно, как бы я тоже сказал ребятам, вот, я говорю, вот запас, у них там сервис. Наш, говорю, главный продукт, ценность наша, вот то, что вы там делаете, вот вы как организация, которая находится в Уфе, ваша главная задача это сделать так, чтобы клиенты, которые там оставили нам заявки, в итоге покупали, короче, да, там, так или иначе. И мы вокруг этого все. У нас для этого работает финансист, там, да, там, у нас для этого там есть там аудитор, у нас там для этого есть там, кто там еще, там, маркетологи, да, там, у нас там есть там дизайнеры для этого. В итоге все они, для того, чтобы людям стало понятно, что мы им предлагаем, им это было интересно, если это действительно наша целевая аудитория, и они это покупали. Это главная наша задача. То есть мы должны над этим работать. Я говорю, сейчас понимаю, что, например, часто бывает, что вот когда мы там слушаем звонки, не все говорят так, как мы договаривались. Поэтому то, что я предлагаю сделать, каждому, кто работает в нашей организации, слушать наших продавцов. Чтобы каждый стал аудитором. Понимаете? Каждый. То есть, ну там, ты там занимаешься бумажками, ты занимаешься финансами, ты занимаешься маркетингом, ты занимаешься копирайтингом, ты занимаешься там чем угодно. Ты каждый день должен прослушать там звонка на 15 минут, каждый день. И это я им предложил. И это офигенно зашло, короче. Потому что на самом деле это какую пользу дает? Двойную пользу дает. Во-первых, мы реально понимаем, кто у нас там говорит так, как мы договаривались, а кто не говорит, потому что есть периодически вот это вот, ну, большой объем, да, данных, да, там, потому что мы сделали такую табличку, например, да, там, вот, простую, и там просто табличка такая, там, например, там, звонок такой-то, менеджер такой-то, например, и там, в этой табличке там, вот такие вот штучки, да, там, и, например, там, приветствие было или не было, галочку поставил, да, там, например, там, выявление потребностей было или не было, галочку поставил, там, например, там, презентация была правильно сделана или не была правильно сделана, потом там, ну да, чек-лист, просто нужно тык-тык-тык-тык пройтись и так далее. Соответственно, и потом какая-то обратная связь по звонку просто в свободной форме можно написать здесь. Ну, он там какое-то количество есть. Когда у нас эти данные есть, что мы знаем? Мы, во-первых, знаем, какой из продавцов набрал меньше всего этих галочек, и какой больше всего. Эта штука падает в чат, идет геймификация. Мы показываем там 3 лучших продавца и 3 продавца, которым нужна помощь. И сразу люди, которые, ну, нужна помощь, они это тоже видят. И то есть они знают, что с этим нужно что-то сделать, и они знают, что это знают все. Ну, то есть, если раньше можно было спрятаться от своей некомпетентности, ну, то есть, и как бы, ну, ладно, как бы я говорю, всех шлю там, и как бы, ну, и никто об этом не знает, и нормально. А на самом деле так и было. На самом деле так и было. То есть нам иногда, например, аудиторы говорят, вот там у нас такой-то есть человек, он послал как бы клиента. Ну, то есть реально, ну, клиент неадекватен, он как бы там в грубой форме что-то там наш менеджер сказал, да, там. Мы, конечно же, потом, ну, на этого менеджера там, ну, поговорили с ним, мы скажем, то, что, ну, всякие люди бывают неадекватные, бывают нормальные, ну, то есть наша задача же не унизить их, как бы, ну, там, ну, нет, как бы, окей, как бы, ну. Понимаешь, да, то есть вот, и мы реально выявили, что здесь, вот, ну, когда вот начали это проверять, мы начали, как бы, ну, видеть, что и второй показатель, что эта табличка, что нам дает. Мы здесь в итоге смотрим, по какому из этих показателей у нас хуже всего сегодня команда в целом работает. Например, если мы видим, что у нас приветствие хуже всего, например, меньше всего галочек набрало, это значит, что у нас каждый день проводятся тренировки с продавцами. Это что значит? Что нам именно над приветствием сегодня надо работать. И мы как бы, раньше мы делали тренировки просто потому, что нам было казалось, что нам важно сейчас потренировать, или как бы, ну, там какой-нибудь там тренер или там кто проводил у нас тренировку, ему там, он подготовился к этой теме, потому что он ее хорошо знает, и он это тренировал. А на самом деле, может быть, для всего коллектива важнее другое было. И мы теперь достоверно знаем, над чем надо работать. Вот, и эта штука, она очень круто зашла, мы сделали ее как тест, просто я реально устал как бы, ну, смотреть, ну, мы периодически проверяли, как они, ну, разговаривают, у нас был один аудитор, и мы реально там часто спотыкались о том, что, блин, не так, как мы, ну, договаривались, они разговаривают, да, там, не используют те инструменты, которые мы им даем. Ну и второе, то, что мы сделали, когда я понял, что, когда мы запустили этот инструмент, оказалось, что реально большинство людей, они реально не знают, ну, как бы, скрипта, и плавают, неуверенно говорят, это была реально проблема.
И мы начали просить людей говорить. Потом я понял, что, они тупо не знают. Они говорят, мы тренируемся, но в итоге результат тренировок то, что они все равно плохо говорят. Я не знаю, я думаю, как я могу проверить, тренируются они или тренируются, как они тренируются. Это было очень сложно сделать. Тогда я сделал обучающего бота. Ассистент, который просит человека, просто говорит. Он ему говорит, то есть каждый день утром, например, каждому менеджеру приходит вопрос. Звонит Петя, он инвестор, интересуется корпоративной культурой, Что ты ему скажешь? Человек в Телеграме должен нажать кнопочку «Говорить» и говорить. Что он ему скажет. Потом он говорит человек такой-то, и то есть он его гоняет по скрипту, получается. И человек должен прям голосом с ним общаться, как будто бы он с клиентом разговаривает. То есть что это дает? Во-первых, это дает что? То есть мы знаем точно, состоялась тренировка или не состоялась, и во-вторых, мы знаем точно, насколько качественно состоялась. Понимаете, да? То есть из этого что можно сделать? Геймификацию. То есть тоже показать лучших, кто больше всего тренируется, и показать, лучших, кто лучше всех разговаривает. То есть, и по сути, то, что нужно делать, просто делать. Проблема не в том, что люди не знают, что делать, а проблема в том, что они не делают просто. И когда ты сделаешь из этого геймификацию эту, то и все видят, нельзя спрятаться. Что я не делаю и спрятаться. Не делать и спрятаться, понимаете, да? То есть они не могут это сделать. И реально у нас сейчас качество выросло разговоров, и даже те продавцы, которые не продавали, сейчас начали, я смотрю, у одного у нас продавца, который 3 месяца не продавал, наконец-то появилось 2 продажи, Хотя мы 3 месяца ждали, он до этого продавал, потом перестал продавать, а сейчас за месяц сделал 2 продажи. Реально. Я считаю, что это благодаря этому, потому что мы эту штуку практикуем буквально месяц, может, 1,5. Я эту штуку придумал просто. Я много всего экспериментирую. И круто, что если у вас есть культура и эксперимент внутри организации, ко всем изменениям люди начинают нормально относиться. То есть, если вы постоянно слушаете и берете от них обратную связь и меняете, то есть бывают штуки, которые мы внедряем, и они потом отпускаем, они перестают их применять, и фиг с ним. Например, а некоторые приживаются. Например, с аудитом прижилось, с ботами прижилось, с этим тренировкой скрипта. Еще такая штука была у меня, внедрял я тоже. Они ее отменили. Мы сделали так, что я разделил продавцов на категории А, Б, С, человек А, это который сделал 3 продажи и больше, он может выбирать заявки, и те заявки, которые ему не нравятся, он скидывать может на уровень С. То есть Б, чтобы быть на уровне А, ты должен сделать минимум 3 продажи в месяц. То есть делаешь 3 продажи, выбирай заявки, что хочешь, делай, просто передавай другим, которые тебе не нравятся, и так далее. Если ты на уровне Б, то ты должен, хотя бы сделать 1 продажу в месяц. Тогда ты на уровне Б. Тогда ты просто новые заявки принимаешь, ты не можешь выбирать, просто какие падают, ты с ними работаешь. Если на уровне С, то ты обрабатываешь только те заявки, которые на тебя другие скинули. Ты не можешь брать новые заявки, только работаешь с заявками, которые другие не взяли. Что, Алин, вернемся сюда еще, нет? А что? Хорошо, когда один раз. Столько новых мест еще можно посетить. Зачем ехать в одно и то же? Кстати, вчера с Алиной немножко, мечтали. Нашли очень много интересных мест в Калифорнии. Особенно на границе, получается, Невады и Калифорнии. И рядом с нами в Санта-Крузе очень есть много интересных домов на Airbnb, в виде гриба, на дереве. И мы поняли, что мы будем практиковать такие штуки, потому что это реально прикольно. Приезжаешь в какое-то такое необычное место и кайфуешь от того, что вокруг. Как-то так раз себя выдернуть, из рутины, из текучки. Маршрутки более короткие будешь, что ли? Точно? Да? Да, make you turn. И езжайте дальше, это по этой улице. Прикинь, мы сюда приехали оттуда, а уедем в другую сторону. Интересно, что из этого выйдет. Сейчас развернемся, посмотрим. Оп. Окей. Поехали в другую сторону. Ты корм очень специально для видео? Нет, ты серьезно. А он до этого, перестроил маршрут, а сейчас он опять не понимает, Давай развернемся еще раз, пожалуйста. Такое бывает тоже, ребят. Кстати, да, он дорогу переложил. Там 2 маршрута есть. А так как связь сейчас не работает, он не перестроит опять. Короче, я недавно читал в книге «21 урок 21 веку» о том, что навигаторы делают людей более тупыми. Что думаете об этом, ребят? Напишите в комментариях. Они там приводили примеры, что есть пару даже случаев, когда люди просто съезжали
куда-то в реку, в озеро, в океан, я не помню, на машинах, просто потому что доверились на 100% навигатору. Что думаете вообще по поводу того, насколько вот навигатор делает нас тупыми? Вот мое мнение личное, что навигатор — это очень крутая вещь. На самом деле он разгружает тебе оперативную память, и ты вместо того, чтобы там с компасом и картой бумажной анализировать, где ты находишься и куда тебе ехать, ты можешь подумать о чем-нибудь другом, поболтать, поговорить. Ну, то есть заняться чем-нибудь другим. Алин, ты же у нас штурман. Вот так вот. Так, разве Не доверяйте девушкам, быть штурманом. Ну, так вот, на мой взгляд, что это нормально, что мы иногда вот, ну, по навигатору ездим и полностью доверяем, потому что таким образом мы перекладываем ответственность и, соответственно, меньше паримся по поводу того, куда и как ехать, а занимаемся чем-то более полезным. Вот я потому что люблю, например, за рулем очень там помедитировать, посидеть, послушать музыку, посмотреть даль. Если бы мне надо было еще думать о том, куда ехать в этот момент, я был бы не уверен, например, еду ли я правильно, то есть меня бы мучила какая-то мысль, а туда ли я еду, я бы не смог реально думать о том, что мне важно. Вот, а так, когда я могу положиться на навигатор на 100%, нам точно сюда, Лен? Да, точно. Это дает возможность, соответственно, заниматься чем-то полезным. Что думаете об этом, пишите в комментариях, давайте подискутируем. Мы едем в... Форт Росс? Нет. А куда? Арена Пойнт. Что там? А там... Вообще там есть хайк протяженностью 10 километров. Но мы это опустим. И просто там очень красиво на океане. Стоишь на берегу, смотришь на океан, на водную гладь, любуешься пейзажами. Короче, будем сейчас кайфовать. Я еще сегодня успел сделать йогу, но не успел помедитировать. Может быть, сейчас найду где-то место. Если Алина не будет сильно ругаться и разрешит мне 20 минут посидеть в тишине, не будет меня трогать, я помедитирую. Алина, что скажешь? Дашь мне такую возможность? Тут, кстати, в Америке, если кто не знает, есть такая особенность правил дорожного движения. В очень многих местах нет светофора, а просто вот видите, с той стороны стоп знак, где вот для меня был стоп. Всем стоп, и, соответственно, тот, кто первый остановился, первый подъехал к перекрестку и остановился, тому право продолжать движение первым дается. И очень много светофоров, они реально, то есть, ну, не пользуются светофорами, убрали их с улицы, или, может быть, никогда и не ставили, а просто стоят знаки стоп. Такие дела, короче. Первое время очень так было тяжело привыкать, когда такой перекресток, и вот ты такой подъезжаешь и вообще думаешь, теряешься, и потом мне разъяснили, как тут что, и стало полегче. А мы тут выехали на трассу, и как раз эта дорога нас сейчас приведет к океану. Сейчас эти ребята сами пришли к тому, что они будут это возвращать. Но они сделали две категории. Это буквально прямо сейчас происходит, буквально вот на прошлой неделе. Они сами вернули, это была их инициатива, что самое прикольное, что реально люди как бы, ну, они вот так вот обсуждают на ретроспективах. И вот, ну, они отменили, какое-то время не сделали, причем они меня не спрашивали, я им просто сказал сделать, они не спрашивали, просто отменили. То есть у нас с ними такие отношения, что, ну, я мог бы им сказать, что, ребята, блин, мы договорились, вы не делаете, да, там, ну, то есть я мог бы там, ну, как бы я говорю, обоснуйте, почему не делать. Если вы мне сможете там объяснить, почему, я как бы не то, чтобы вас там задрочить, я просто хочу, чтобы у нас результаты были, да, там. Но даже до этого не дошло, они сами отменили, какое-то время не делали, сейчас они сами эту тему внедрили. Вот сейчас я тоже это через чаты все вижу, что они решили, что они будут это делать. У нас такое просто было. Да, мы такое уже играли, люди в третьей категории, она вообще не может выбраться. У нас есть заказ, например, 1000 единиц, да, и человек берет заказ на 1000 единиц, и он сразу зарабатывает $100 там, за час. А другим попадаются маленькие заказы. И у нас такое было, и они выживали молодых, и мы вообще не могли набрать молодых. Но у нас как бы чек одинаковый везде. И у нас реально очень много лидов, которые тупо трубки не берут. Потому что я, например, понимаю, почему трубки не берут наши клиенты. Они тупо заняты. Ну, то есть наша целевая аудитория — это кто? Это чувак, который предприниматель, да, там ему некогда базарить по телефону, там на сообщения отвечать и так далее. Если человек трубку не берет, это не значит, что он, ну, как бы не купит. Это значит просто ему, что некогда. Так пусть этот, кому некогда, звонит не человек, который может прямо разговором прямо сейчас продавать,
а человек, который, ну, то есть пока не так хорош в своем деле, понимаешь, да, то есть у всех есть как бы шансы. Кстати говоря, вот именно в этих районах живут настоящие калифорнийцы в третьем, в четвертом поколении, потому что большинство из них, я думаю, 90%, если не 100%, это фермеры, то есть люди, которые здесь выращивают разные фрукты, овощи и продают их. Дело в том, что все остальные, вот эти все IT, Голливуд и так далее, это все люди, которые сюда приехали там, за последние 50-100 лет. А вот американцы в третьем, четвертом поколении, которые вот именно из Калифорнии, это фермеры реально. Я вот разговаривал с ребятами, которые в этой теме разбираются. Это действительно так. То есть интересно, да, что те люди, которые живут здесь давно, они не сумели подстроиться под... Офигеть, смотрите, как красиво. Не сумели подстроиться под вот эту вот инновационную среду и продолжают заниматься тем, чем занимаются. Но вот эта инфраструктура внутри Калифорнии создала здесь такие новые отрасли, которые глобально повлияли на весь мир. Я имею в виду IT-кластер и Голливуд. Вчера вот я не помню, чтобы мы по этому городку приезжали, но он очень прикольный. Смотрите, какие здесь здания. Одноэтажная Америка, вот Калифорния, она вся такая. Особенно в глуши есть очень много интересных вот таких вот городков. Ну, смотри. Такой дом. Бам. Арена Маркет. Приехали в какое-то место, я сам не понял пока куда. Алина говорит, очень красиво. Она как раз меня сейчас снимает, давайте я вам ее тоже покажу. Вот, и смотрите, здесь написано, что мы должны открыть цепочку, потом ее обязательно закрыть, что мы сделаем сами. И что мы там видим? Мы там видим красоту. Следующее это вот типы встреч, да, там 3 типа встречи. Getting stuff done, это работа над метриками, обратная связь, там по ожиданию друг от друга там, и так далее. Второй тип встреч это learn, работа над тем, чтобы помочь члену команды осознать лучшее место для себя, ну, там, именно в работе, то есть помочь ему вообще двигаться в том направлении, в котором ему наиболее вдохновительно будет двигаться. И третий тип встречи это open up, это как обратная связь друг другу, где ты спрашиваешь обратную связь, где там, ты даешь обратную связь тоже человеку. Вот getting stuff done, то, что мы сейчас говорили, первый тип встречи, главное это вопросы. Задача, чтобы говорили не вы, а член команды, да, то есть и вот в этом уровне встреч задача, значит, проанализировать, что сделано, значит, все ли понятно, то есть вашему подопечному подавану, да, там, что делать, как делать и так далее. Есть какие-то препятствия, соответственно, задача, то есть, осознать, какие есть у человека препятствия, что ему мешает, соответственно, чтобы помочь ему сделать то, что убрать вот эти препятствия, да, чтобы ему было проще делать. По пути домой заехали в Форт Росс, это место, где когда-то высадились русские, но по тем или иным причинам они сдернулись и уехали с этого места. И сейчас здесь музей. Прям стоит форт, вот такой вот. Сейчас пойдем посмотрим. Интересно, что здесь были русские, и они пришли сюда как раз вот со стороны вот Владивостока, получается, в то время как вся Европа шла, наоборот, с восточного побережья на западное, по материку.
И вот мы внутри Форт Росса. Прикольно, что в Калифорнии есть маленькая, но частичка России. Сейчас разговаривали там с девушкой, она рассказала, что вот колония, которая была на Аляске, российская, отправилась сюда своих пилигримов, если так можно назвать, и они вот здесь поставили это укрепление. И тут какое-то время они находились. Я так и не понял всех деталей пока. Если вам интересно, можете почитать больше на Википедии. А мы тут пока просто полюбуемся. И тоже потом почитаем где-то. Самовар. Так, вон печь. Очень похоже на то, что я видел. Как я понял, тут везде висят шкуры, и, видимо, именно этим ремеслом здесь больше всего занимались. Ну и все, что здесь есть, построено из дерева, поэтому здесь у них вот есть такой столярный небольшой цех. А здесь они, походу, что-то с металлом делали, обрабатывали. Вот вопросы наставника, так скажем, да, там, тимлида, менеджера, да, там. Как думаешь, как я могу помочь тебе в решении этой задачи? Как думаешь, кого мы еще можем подключить к решению задачи? Как считаешь, насколько ты эффективен в своей роли? Что мы можем сделать для того, чтобы ты был еще более эффективным? Какие твои главные препятствия? Как ты думаешь, как я могу тебе помочь решить их? Помните, я вчера задавал вопрос Саше тоже, какие наиболее повторяющиеся вопросы? Он, кстати, несколько назвал. Я их тоже добавлю к себе, да, там он сказал. Сейчас я уже не помню, но там на видео записано. Примеры вопросов наставников, да, там, наставнику, да, там, который может задать подаван, да, там, как ты считаешь, где моя самая слабая сторона, как считаешь, что я могу, значит, попробовать, где, в чем еще, да, там, как думаешь, что мне стоит изучать. Задача этой встречи – это активное слушание, то есть не давать человеку готовых решений и свое видение проблемы, а слушать и предлагать человеку генерировать его личные решения. То есть если мы дадим его решение, ему какое-то готовое решение, это будет ваше решение, а не его решение. Здесь ключевая задача, чтобы помочь человеку решить, чтобы он сам решил для себя, что ему делать. Потому что если он сам для себя решит, то он за это на себя больше ответственности возьмет, чем если вы, например, дадите ему какую-то задачу. Даже если вы знаете, как лучше сделать, точно знаете, что нужно этому человеку делать, лучше помочь человеку дойти до этого самостоятельно, чем сразу, типа, чтобы сократить время, ну, сказать, что ему делать. Потому что если он до этого дойдет сам, это будет его личный выбор, это будет его личное решение, это будет его личная задача, а не та задача, которую он не понимает, почему он должен делать. Понимаете, да? То есть здесь именно важно помочь вопросами, сформулировать, чтобы человек, что он будет делать, а не давать ему, так, вот эту задачу, короче, делай, все. Ну, то есть просто вопросом. Если он это выберет сам сделать, это гораздо... Понятно, что первые разы, может быть, это не так круто будет работать, но если вы это сделаете за практику, и человек реально поймет, что вы о нем заботитесь и помогаете ему решать, ну, что он будет делать, это прям вот, ну, будет у вас такая коллаборация, в которой вы можете уже потом меньше времени тратить на всякий контроль там и так далее. То есть, проводя эти встречи, вы потом тупо времени будете и кучу ресурсов экономить на том, что меньше будете потом контролировать там и так далее. Понимаете, да? То есть, почему в Netflix, например, нет такого контроля? Потому что есть этот тип встреч. Когда они вот так вот, по сути, занимаются коучингом, да, там раз в 2 недели, и это помогает убрать вообще все остальное, все эти скрамы, канбаны там и так далее. Потому что есть договоренности,
потом мы обсуждаем, что получилось, что не получилось, какие препятствия были, то все остальное уже становится ненужным. Но тут же вы не обсуждаете договоренности, правильно? Мы же обсуждаем здесь метрики какие-то тоже. А тут тоже обсуждено не было? Ну, я же говорю, как вот я пример свой приводил по метрике тоже, да, там. Даже, допустим, там, вот здесь мы задаем вопрос, да, там, вот мы вопросы говорим, как ты думаешь, как я могу помочь тебе в решении этой задачи? Это значит, если это задача, это значит, мы какую-то конкретную задачу обсуждаем, какую-то конкретную метрику, да, там. Но и задача, у нее тоже есть метрика, единичка или нолик, да, там, сделано или не сделано, да, там. Таких задач может быть 5, например, да, там. И тоже будет метрика какая, единичка или нолик, сделано или не сделано. Еще раз, задача активное слушание, не давать готовых решений. Как консультант задаете вопросы, во время обдумывания ответов на ваш вопрос человек найдет свои личные ответы, да, там. Вот, значит, ваша работа слушать, подсказывать своим сотрудникам, задавать открытые вопросы, внимательно слушать их ответы, чтобы получить представление о том, что именно ваш сотрудник говорит вам. Ну, это вот типа как вот такие примеры, да, там, типа как поживаешь, как чувствуешь свой баланс между работой и жизнью, что ты сделал для там чего-либо, да, там, как это было, как поживает твоя семья, как прошли выходные, вот, ну и какие вопросы мог бы задать вам, ну вот в идеале там ваш подопечный, подаван. Ну, то есть это имеется в виду, ты после встречи для себя сам можешь зафиксировать ответы вот на эти вопросы, и потом уже с этими ответами ты уже предпринимаешь какие-то действия, типа, что ты будешь делать по-другому, чтобы решить вот эти проблемы, короче, для человека. И если ты их решишь, и реально человек увидит, что они решены, он будет уже сам бежать, а не надо будет его толкать, короче. Потому что чаще всего человек не делает просто потому, что нет возможности эффективно что-то делать. Нет понимания какого-то, да, там, он сомневается. Вот надо его сомнения и полностью всю ясность снести, тогда он будет двигаться сам быстрее. По пути остановились Russian House ресторан. Тут прям российский флаг, а там я вижу флаг Украины. Братские народы. Пойдемте вместе зайдем, посмотрим, как это здесь. Детская комната, что ли? Ну и платишь на окошке где-то, видимо. Да? Наверное. Что тут есть у нас? Овощи, гречка, хлеб, сметана. Короче, ребят, мы будем есть здесь. Короче, нам тут объяснили, вот здесь написано, что берешь еду и платишь по своей совести. То есть сам выбираешь, сколько платить. Можешь карточкой, можешь кэшем. Ну, это прикольно, слушайте. Это вот по проекту, да, там. У нас вот вопросы идут по человеку, по проекту и по команде, да, там. Вот по проекту, значит, мы задаем такие вопросы, да, там. Расскажи о прошлой неделе, насколько ты доволен, что у тебя хорошо получается, что тебя взволновало. Как насчет этой недели, какие планы, какие приоритеты, как продвигается там, проект какой-то, да, там. Здесь какая-то конкретная метрика может быть задана, да, там, если, например, там у проекта есть какая-то метрика, да, там. Что можем сделать, чтобы было лучше, что блокирует, да, там, выполнение работы, есть ли какая-то запутанная ситуация по проекту, там, и так далее. Ну и вот, которые ответы вы должны для себя там зафиксировать, да, там. Дальше по команде у вас, соответственно, вопросы, да, там. Как бы описал рабочую среду, как можем улучшить ваши взаимодействия, да, там, кто делает больше работы в команде, что они сделали, кем ты восхищаешься, почему и так далее. Значит, ну, и по человеку еще вопросы здесь, соответственно, ты фиксируешь. Ну вот, типа, что могу сделать, чтобы облегчить твою работу, как я могу поддержать тебя, есть ли ситуация в работе, которой нужна помощь, нужна ли вам помощь по этому проекту. Ну и как бы такие вот ответы можно услышать.
Ну, то, что, типа, там, может быть, ты как менеджер блокируешь какой-то вопрос, да, там, сам, и ты должен это понять во время этой встречи. Может быть, ты где-то там сам, например, там, вовремя там что-то не среагировал, информации не дал, там, и так далее, да, там, надо понять, насколько я, как менеджер, например, да, там, как вот коуч, наставник, где-то, возможно, там, сам, например, не слышу, например, человека, не слышу его проблему и не решаю что-то для него, поэтому сейчас у нас, ну, ситуация на том, ну, на месте стоит, да, там. Давайте тест вам тоже. Пройдем такой тест, попробуем. Сейчас вот подумайте и свое мнение тоже скажите. Я бы ничего из этого не выбрал, я бы предложил ему просто доктора помочь найти, то есть кого-то посоветовал бы. Угу. Ну и освободил бы на пару дней, чтобы он разобрался с Его вопросом. Василия спросили. Да, согласен. Я 100 раз у сотрудников спрашивал, чем помочь, и он говорит, нет, у меня все нормально. Последний пример, человек 2 дня ходил после концерта Рамштайна, хромал. Я говорю, ты что до сих пор хромаешь? Он говорит, нога болит. Я говорю, бери и срочно езжай в травмпункт. Прямо на такси, приехал, перелом. То есть, а так бы вот и ходил бы и страдал. А так у него все нормально. Это реальный случай, который был вот за неделю до Значит, отъезда. все 3 предложить Василию, пусть выберет. Сказать, что не выбрать нельзя. Ну, если вот, ну, брать тот ответ, который считается правильным по результатам теста этого, то это второй. То есть то, что вот я когда проходил, я его второй выбрал, и как бы я оказался прав, когда проходил в том курсе, который я проходил. Ну вот, но ты промолчал. У тебя сейчас еще будет шанс, давай вот поэтому. А можно вопрос? Да. А почему? Вот, допустим, у меня вот была ситуация, когда я уже помогала сотруднице, а потом уже как-то вот это вот разделяется, то есть человек начинает со временем думать, то, что мы с ней, ну, мы с ней такие best friends, что она там может, допустим, не приходить вовремя, там, говорить какие-то слова, прикалываться там при всех, да? Надо фидбэк дать, мы до этого дойдем. Там правильный фидбэк надо давать просто, для того, чтобы человек тебя услышал. Ну, то есть, там просто фидбэк надо давать, типа, не ты там, короче, там, сегодня опоздал, да, там. Ну, то есть, давать даже, да, там, не по поводу ее лично, там, а по поводу, там, ситуации. Ну, то есть, там есть определенная схема, прям формула, типа, 1, 2, 3. Как правильно так сказать, чтобы человек услышал, да. То есть, надо, конечно, об этом тоже говорить, обсуждать эти встречи, в том числе для того, чтобы фидбэк давать. То есть, брать фидбэк и давать фидбэк. Ну, как, тебе вкусно? А? Да? Огонь. Я просто мясо не ем, поэтому надо Викторию плакать зашел. Так, хлеб, сметана надо еще. Ем, читаю вот эту историю этого дома. Русский дом номер 1 в Калифорнии является продолжением давней истории появления русских людей в этой части Америки. В 806 году корабли Юнона и Авосис пришвартовались в Сан-Франциско, а в 812 была построена крепость Форт Росс, как раз мы где сейчас были с вами, явившись самой южной русской колонией в Америке. То русское поселение просуществовало до 1941 года. В 10 милях от Форт Росс протекала река, которая называлась Славянка. И сейчас ее назвали как раз русской рекой Russian River. И так, наш русский дом номер 1 не только ресторан, а культурологический проект диалога двух народов планеты, земля русского и американского. Живое общение между нами позволяет преодолеть те неясности и недопонимания, которые накопились за годы отчуждения холодной войны, узнать друг друга поближе и открыть для себя, что все люди одной планеты, братья и сестры. Приходит время собирать камни и строить вместе единый мир. Вот такая вот история. Нам налили даже чай с травками. И Алина пока вот сидела, изучала здесь материалы внутренние. Прочитала, что туалет стоит, если ты любишь Путина, то $1, а если не любишь, то 2. Как-то так, ребят. Короче, если вы так постебаться, прикольно. Мне нравится. Итак, ребят, пока ели, познакомились с девушкой. Она здесь работает как волонтер. У нее здесь еще помощники есть волонтеры. Поговорили с ней про идею этого ресторана. Она может, значит, они здесь дают еду за ту цену, которую дает им посетитель, то есть они не говорят какую-то цену. У них там есть, конечно, рекомендованные, мы потом нашли, но они нам не давали это меню и так далее. Мы потом просто начали смотреть, искать все, что на столе лежало. Вот, но это прикольная история, мне кажется, было бы круто снять об этом сюжет и более детально узнать, как это все работает, и, может быть, даже вместе тоже прийти поволонтерить в этом ресторане
целый день, может быть, здесь посидеть и там поготовить еду. Что думаете? Напишите в комментариях, как вам эта вообще идея. Может быть, в одном из следующих выпусков мы как раз сделаем это вместе с вами. Пишите комментарии. Oh,